Всем привет, друзья! Сейчас я покажу свои сегодняшние покупочки. Вчера я пошла на барахолку. Самое интересное это вот это была миниатюра. Это Хесус Дель Позо Хэллоуин. И цена была достаточно демократичная. Это у нас аромат фиалковый, пудровый, морской, цветочный, зеленый. Значит, какие ноты здесь присутствуют? Верхние ноты фиалка, морские ноты, лист банана, петит грейн, средние фиалка, магнолия, ландыш, тубероза, перец. Базовые ноты ладан, сандал, мадагаскарская ваниль, мирра. Я, конечно, его еще не тестировала. Я открывала флакон, и немного попало мне на пальцы, на руку попало немного капли аромата. И мне кажется, он такой, да, в нем ощущаются морские ноты, ощущается цветочность. Такие яркие цветы. Вот по направлению, мне кажется, это что-то в духе вот то, что из того, что у меня есть, это Мингшу от Ивраше и Eau d'Eden от Кашарель. Возможно, Эден тоже в этом направлении. Я не берусь утверждать, у меня его нет. Но вот, мне кажется, это вот одно направление с данными ароматами. Ну, опять же, параллельно я их еще буду позже сравнивать. Был мне интересен. Я, конечно же, очень рада, что представилась возможность с ним ознакомиться, потому что о нем тоже довольно-таки говорят люди много, те, которые любят ароматы 90-х, разные винтажные ароматы. 97-й год, конечно, это не особо такой винтаж, но тем не менее. И что здесь пишут в комментариях, да, что это, что какая-то и соленая нота здесь есть, водность солоноватая, простой и сложный одновременно. Цветочная акватика пишут, горьковатая зелень, ощущается ландыш, это люди ощущают, да, ландыш. В общем, буду тестировать его. Но как-то вот, знаете, с праздником Хэллоуин он у меня пока что не ассоциируется. Я не знаю, почему его так назвали, но, может быть, позже я пойму это. Может быть, на то время, конечно, по сравнению с какими-то свежаками, он оказался таким насыщенным и каким-то таким загадочным. Но буду разнашивать, буду его тестировать. Тут достаточно много, так понимаю, это, наверное, 5 мл. Здесь как-то маркировки особо нет. Это, видимо, какая-то была совсем не товарная версия. Да, кстати, вот такая картинка сегодня присутствует в моем видео. Это как будто бы цветущая сакура. Возможно, у меня слишком ярко получилась она. Это какие-то такие вот японские мотивы, я так понимаю. Вот это сакура и вершина горы. Как называется гора? Фудзияма, если я не ошибаюсь. Вот такая у меня арт-терапия была. Я всем советую этим заниматься, кто хотя бы чуть-чуть, да, имеет желание рисовать, имеет хоть какие-то, ну, тут даже не нужно иметь, наверное, никакие навыки. Нужно просто брать краски и пробовать. Иначе вы не поймете, есть у вас к этому способность или нет. Мне кажется, каждый может нарисовать что-то подобное, и просто дело даже не в самом результате, да, насколько он будет совершенным или нет. Дело просто в удовольствии от подбора красок, от смешивания оттенков. Вот просто удовольствие от творчества, и настолько это как-то успокаивает, так благотворно влияет на психику. Я просто поражена этому эффекту. Вот, итак, следующая покупка парфюмерная на сегодня. Это вот такой вот Trussardi Eau de Parfum. Это не слишком популярный аромат на просторах интернета и ютуба. Это обычный люкс считается, да. Сейчас я открою страничку. Он пудровый, фиалковый, кожаный, фужерный, ну и так далее. Это аромат 2021 года. Я вчера присмотрела его тоже у продавца. Цена, в принципе, она ниже цены в интернете. Вот такая упаковка. Я, конечно, тоже вчера его не стала сразу покупать, потому что тоже мне нужно было убедиться, что это оригинал, так как этот аромат как-то я видела на него какие-то обзоры, да, видела, что есть такая вот линейка у Trussardi, появилась там 3 аромата, там белый с жасмином, вот этот вот пудровый, такой, как считается, это не фланкер, а как флагман этой линейки, да, первый аромат, который в ней был выпущен. Это просто Eau de Parfum Trussardi. И есть еще такой малиновый, в малиновых оттенках. Более, насколько я понимаю, более ягодный там аромат.
А здесь такой вот просто люкс. В общем, я его вчера присмотрела, понюхала, вроде бы был приятный аромат. Мне показалось при первом, да, когда я из крышки почувствовала, мне показалось он похожим на, ну да, на многие люксовые ароматы он похож. И, в частности, возможно, где-то пробегал здесь рядом, знаете, что в Сен-Лоран Black Opium в этом направлении, такое что-то. Ну, вот, видите, здесь 90 мл. Конечно, цена за 90 мл очень демократичная. Начала изучать, как выглядят эти флаконы, как выглядит этот аромат. Чтобы, опять же, на подделку не нарваться, ну и начала читать отзывы, конечно, людей. Да, кому-то очень нравится. Вот один блогер, который я смотрю, блогерка, да, которую я смотрю, одна очень о нем хорошо отзывалась, что это прям, что есть какая-то прям очень притягательная нота в этом аромате. Вот. И, конечно, у меня были большие сомнения, покупать его или нет, потому что, ну, вроде бы это обычный люкс, да, ну что тут интересного, казалось бы, да. И я думала, брать, не брать. В общем, в итоге какой-то хомяк все-таки во мне сидящий победил. Давайте посмотрим, сколько тут в остатке, да, полный. Женщина сказала, что всего один раз нанесли. Я так поняла, что подарили дочери, заказали по интернету для дочери, но он для нее, ну, в общем, не понравился ей аромат, оказался для нее слишком сладким. У нас сейчас барахолка, я хочу сказать, это такое место, где люди продают, это место типа как сайт Авито, где люди продают то, что им не подошло. Это могут быть и новые сумки, и новые вещи, так как у нас почта, она не работает вот на отправку. Это очень будет дорого стоить, если что-то куда-то отправлять, так же, как и получать сюда что-то. Поэтому вот люди выносят на барахолку и продают то, что просто им не подошло. Это даже и новые вещи, какие-то и новая обувь. В общем, там можно купить все, что угодно. И это будут абсолютно новые вещи. Вот я уже покупала там и Шанель Коко Мадмуазель, который я неоднократно уже показывала в своих видео. Убедилась, что этот флакон он оригинальный. Бачкоды тоже я сверила, которые у нас на дне упаковки здесь и на дне флакона. Бачкод совпадает. В принципе, тут особо... Ну, цвет жидкости уже такой... Мне хотелось бы узнать, какого года выпуска, потому что цвет жидкости уже потемнел. Темнеет обычно вот ваниль в ароматах. Она имеет свойство темнеть, и думаю, что он выпущен уже несколько лет назад. Ну, 21 год, наверное, это из каких-то первых выпусков, возможно. Тут такой приятный материал сверху. Выдавлена такая собачка. Здесь вот тоже собачка. И давайте сейчас я открою, понюхаю его. Крышка, кстати, достаточно тяжелая, хотя и выполнена она не слишком, но видно, что не из слишком каких-то дорогих материалов. Здесь такая пластиковая окантовка. Да, аромат такой какой-то ягодный, сладковатый. Возможно, похож на Love Potion от Oriflame, вот что мне сейчас пришло в голову тоже. Да, флакон выполнен, не сказать, что слишком дорого. Ну, трубочки не видно, видите, вот трубочки вообще не видно. Надпись тут Трусарди такая, в принципе, четко ее видно. Поэтому у меня нет сомнений, что это оригинал. Здесь буква Т тоже. Ну, этот аромат, я думаю, он не настолько популярен, чтобы его подделывали. Вначале мне показалось, да, что здесь тоже пластиковые. Здесь, что как-то это немножко дешево смотрится. Ой, тут остаются отпечатки. И я как-то засомневалась вчера, думаю, посмотрю в интернете, что там все-таки должно быть в оригинале, потому что вот эти вот немножко дешевые материалы меня слегка смутили. Ну, когда я посмотрела, да, действительно в интернете вот у всех такая вот история. У всех также он выглядит, никаких отличий нет. Флакон, конечно, тут очень большой объем, действительно мне надо будет, наверное, его кому-то... Наверное, делать от Леванты, кому-то, наверное, надо будет подарить на пробу. Ну, маме, конечно, сделаю в первую очередь от Левантик. Вот. Она тоже любит парфюмерию. Ноты, конечно, здесь очень интересные. Ноты очень интересные. Верхние ноты томат, нероли, итальянский мандарин. Средние ноты лаванда, жасмин, георгин. Базовые замша, фиалка, пачули.
Ну, томат, конечно, интересно, но люди его особо не слышат по отзывам. Сейчас посмотрю, нанесу на себя. Вы знаете, по отзывам люди не слышат, но мне кажется, сейчас я что-то такое в первых нотах. Ну да, сладость, конечно, здесь сразу пробивается на первый план практически, но какой-то цитрус здесь ощущается. Да, мандарин, соглашусь с мандарином, томат. Ну, томат, возможно, где-то отдаленно какая-то зеленая нота. Есть зеленая нота, я не уверена, что это. Знаете, вот если вот от Мему есть итальянская кожа, вот я как-то нюхала копию на этот аромат, там действительно нота томата была. Там прямо там нет никакой сладости в нем, по крайней мере в копии не было сладости, и там нота томата прям отчетливо слышна. А здесь я не скажу, что здесь отчетливо, но вы знаете, какая-то зеленушка есть в аромате. Какая-то необычная нота какая-то присутствует. Что-то вот как будто знакомая какая-то нота, и даже какая-то нота из каких-то тоже ретро-духов. Я понимаю, что откуда-то из прошлого слышу какую-то ноту. Может, это георгин или же лаванда с жасмином так играют. Возможно, лаванда, жасмин и георгин, вот эти цветочные ноты дают какое-то воспоминание из прошлого. Ну, конечно, это все это на такой какой-то сладкой подложке. Замши я пока не ощущаю. Пачули тоже я не могу сказать, что если пачули как вот землистые, да, такие подвальные, нет, здесь совершенно такого нет оттенка. Если это какие-то сладкие шоколадные пачули, то возможно. Да, в общем-то, аромат, как я уже сказала, сладкий. Вот первое, что о нем можно сказать, это сладкий аромат. И пока я слышу цитрусы и жасмин, лаванду, наверное, я слышу. Базовых нот, наверное, еще пока не слышно. Будет ли там замша и пачули в базе, и фиалка. Это, значит, еще, возможно, впереди. Буду тестировать и расскажу подробнее в следующих видео. Как я уже рассказывала в прошлом видео, хотела купить черного мишку Москино. Стала я смотреть снова на этот флакон. К коробке, сразу скажу, у меня претензий особо не было. Я стала уже рассматривать ближе флакон, уже более, так скажем, придирчиво, то размер наклейки был, мне показалось, что слишком он маленький какой-то, что эта наклейка такая, что на ней вообще еле-еле можно что-то разглядеть. Какая-то она маленькая, хотя флакон достаточно увесистый и он объемный достаточно. Вот, мне приходилось присматриваться, чтобы там что-то увидеть. В принципе, бачкод там был, он совпадал с бачкодом на коробке. Но все-таки вот и вот отсутствие некоторых букв, которые должны были быть. А также еще, что самое главное, что меня, наверное, отпугнуло, что самое главное, что мне не понравилось, то, что прорисовка букв на надписи Москино на передней стороне самого флакона, прорисовка была очень странная, ну, как будто бы бледноватая и как будто бы, знаете, нету четкой прорисовки каждой буквы. Вот, и немножко съехавшие вот эти вот напечатанные буквы, получилось немного вниз. На этом у меня все. Всем удачи, хорошего дня и пока-пока.